Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Грани вкуса в жизни». Совсем скоро новогодние праздники, но еще можно успеть приготовить и украсить новогодний торт. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. За основу торта возьмем фисташковый бисквит. Как приготовить, смотрите по ссылке, которая сейчас находится в правом верхнем углу экрана. Для сборки торта будем готовить конфи из замороженной клубники. Все рецепты находятся под видео. Сначала заливаем желатин водой и оставляем его набухать. Клубнику нарезаем небольшими кусочками, помещаем в сотейник с толстым дном, вливаем 2-3 столовых ложки воды, 2-3 капли ванильного экстракта или ванилина и всыпаем сахар. Все перемешиваем, включаем плиту на среднюю температуру, доводим до кипения и увариваем 2-3 минуты. Снимаем с плиты, даем остыть при комнатной температуре приблизительно 5 минут. И вводим набухший желатин. Размешиваем до полного растворения желатина. Конфи накрываем крышкой и оставляем остывать до комнатной температуры. Для приготовления крема нам понадобится сливочный сыр и 33% сливки для взбивания. Эти продукты должны быть очень хорошо охлажденными. Сыр смешиваем с половиной сахарной пудры и взбиваем на низких оборотах миксера примерно 30-40 секунд. После чего добавляем оставшуюся пудру и 1/3 часть сливок. Опять на низких оборотах миксера все смешиваем 30-40 секунд. Еще раз добавляем сливки. Добиваемся, чтобы весь сыр как бы растворился в сливках. На этом этапе крем кажется очень жидким. Когда не осталось видимых комочков сыра, включаем миксер на всю мощность и взбиваем до получения нежного, но плотного крема. Перекладываем крем в кондитерский мешок с любой насадкой. И приступаем к сборке торта. Бисквит режем на 3 коржа. Я буду собирать торт в разъемном кольце. По краю кольца обязательно прокладываю кондитерскую пленку или пекарскую бумагу.
Так будет значительно удобнее собирать торт, и он будет выглядеть ровным и аккуратным. На первый корж выкладываем небольшое количество крема и разравниваем. По краю коржа делаем небольшой бортик из крема. А вовнутрь выкладываем половину конфи. Обратите внимание, какой консистенции должно быть конфи при сборке торта. Равномерно распределяем конфи в торте. И поверх него выкладываем крем. Накрываем вторым коржом и повторяем. Крем, бортик из крема, конфи. И опять крем. Затягиваем торт пленкой в контакт и убираем в холодильник для пропитки и стабилизации минимум на 5 часов, а лучше на ночь. После пропитки и стабилизации торта осталось только его украсить. Сначала сделаем крем-чиз для покрытия торта. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, мягкое, как крем, а творожный сыр холодным. Масло взбиваем с сахарной пудрой на высоких оборотах миксера до получения крема. Меняем насадки миксера и в 2-3 приема вводим творожный сыр. На этом этапе можно добавить гелевые пищевые красители, если будете их использовать. Смешиваем сыр с маслом на самых низких оборотах миксера до полного объединения. Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок с плоской насадкой и сразу приступаем к сборке торта. Убираем кольцо
кондитерскую пленку, шпателем или плоским ножом проводим по краю торта, выравниваем его, если надо. Наносим крем, начиная снизу торта по кругу. Выравниваем крем кондитерским шпателем. Украшаем торт фруктами, конфетами. Так как это новогодний торт, я хочу в декоре использовать небольшие веточки пихты. Конечно, веточки надо хорошо промыть, обсушить и изолировать кончики веточек флористической лентой или окунуть в растопленный шоколад и дать шоколаду остыть. После этого веточки можно использовать в декоре торта. Украсьте торт, как вам больше нравится. Используйте фрукты, конфеты, печенье, серебряные или золотые съедобные шарики. В общем, фантазируйте. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом и Рождеством! Счастья вам и вашим близким! Исполнения всех ваших самых заветных желаний! До новых встреч, друзья!